Всем привет из Сайгона. Трафик в Хошимине просто какой-то сумасшедший. Нет, тут я не хочу подстричься. Кто-то вот так вот готовит прямо на улице. Прием врача нам обошелся примерно в $600 США. Вот эти азиаты, они все время подходят, пытаются сфотографироваться с Саней. Трогают. Друзья, всем привет! Наше путешествие по Юго-Восточной Азии продолжается. Мы уже посетили Бангкок и Пхукет, Сингапур и остров Фукуок во Вьетнаме. Сейчас только что приехали в последний город нашей поездки – Хошимин, крупнейший город Вьетнама. Хочу найти ящерицу в этом городе, где-нибудь на деревьях или на листьях, или даже на земле. Все, пока. Шел я сейчас по улице, чувак сидел рядом, начал резко показывать мне на ноги, говорит, у тебя тапок расклеился. Говорит, давай я тебе поменяю. И сразу же на месте сейчас сидит, там пятку приклеил, еще что-то там почистил. Такой у них местный бизнес, уличный. Но ему папе тапки меняют, а не клеют. Река в Хошимине не самая чистая. Вот на таких вот лодочках предлагают экскурсии по реке. Ну что, давайте прогуляемся по улочкам Хошимина, попробуем национальную кухню. Просто посмотрим, как живут местные люди. Хочется прочувствовать атмосферу города. Нам это нравится намного больше, чем посещение различных достопримечательностей и музеев, которые не очень интересны будут детям. Лично мне еще очень сильно хотелось посетить туннели Кути, которые остались еще со времен войны. Такая экскурсия и поездка к ним занимает примерно полдня, а мы тут в Хошимине всего буквально на 2 дня, поэтому придется пропустить. Девчонки решили немного пошопиться. А какие тут цены на платье? На все примерно по 400, по 500 тысяч донг. Ну что, идем, Настя? Сумочку себе выбрала. 500 тысяч донг. Какой-то пакетик. Кошелек 44 тысячи донг. Хошимин еще считается второй столицей Вьетнама после Ханоя. Его еще называют Восточным Парижем, потому что здесь очень сильно чувствуется влияние французской культуры. Но город довольно-таки такой шумный. Он у нас сломается, пока мы везем-то его в чемодане. Температура сейчас на улице составляет 33-34 градуса. Я могу сказать, что это совершенно не чувствуется. И это также может сыграть злую шутку с туристами, которые будут думать, что не обгорят, не сгорят. Мажьтесь точно так же, как будто вы приезжаете на пляжный отдых. Лучше не рисковать, особенно с детьми. Зашли в местный магаз, но какие тут цены? Плитка Марса 25 тысяч, Твикс 32 тысячи донгов. Принглс 35 тысяч донг. Чипсы по 20 примерно, по 15. Кока-кола 12 тысяч донг. Пиво 18-20 тысяч донг, но это 0,33. Решили зайти в кафешку, которая попалась нам тут на дороге. Заказал я вот такой вот сет. Весь он целиком стоит 140 тысяч донг. Ну вот тут какая-то курица, яичница, под ней там рис, суп. Настя заказала себе вот такое вот мороженое. 110 тысяч донг оно тут стоит. Вкусное мороженое, Настя. Зеленое не понравилось, вот такое какое-то. Оранжевое, а розовенькое с этой стороны понравилось. В принципе, нормально, вкусно. Кушать можно. Единственное, вот это то, что мухи летают, как-то немного настораживает. Вот это зеленое, да.
Все. Местный обед у них, да? Тоже вкуснятина. Какой у нас? Вот это немного. Вот это вкуснятина, это еще вкуснее. Ой, трубочка, буду в нее салать. Местная свадьба. Многие семьи часто избегают таких городов и предпочитают только пляжный отдых. Но мы считаем, что это немного неправильно. Тут я могу сказать то же самое, что я говорил в Бангкоке, в котором мы были буквально 3 недели назад. Найти чем заняться в таком большом городе всегда можно, было бы желание. Так что пугаться этого не стоит. Мы даже специально всю нашу поездку спланировали так, чтобы у нас были большие города, пляж, большой город, пляж. И заканчиваем тоже вот как сейчас большим городом. Так интереснее, не заскучаем. Так же, как и в Бангкоке, на улице прямо продаются фрукты, овощи, ходят продавцы. Но я их не вижу в таком большом количестве, как это, допустим, было в Бангкоке. А еще в городе довольно-таки так плохо обстоят дела с английским языком. Если на Фукуоке, на котором мы только что были, более-менее хотя бы вывески на русском языке попадались, меню в ресторанах на русском языке, ну хотя бы в каждом втором, в каждом третьем, то тут вы такого уже, конечно, не встретите. Люди говорят с таким довольно-таки тяжелым акцентом, который очень трудно понять. Поэтому без нормального знания английского языка лучше сюда не едьте. Ну или будете объясняться на пальцах как-то. На улице гулять уже становится довольно-таки жарко. Хочется побыть в теньке. Поэтому мы решили зайти в какой-нибудь торговый центр. Посмотрим какие-нибудь сувенирчики домой. Мы не любители шопинга так-то. Но все пишут, что в Хошимине, в принципе, если вы хотите чем-то закупиться для тех, кто любит, выбор достаточно большой. Поэтому шопинг здесь, можно сказать, популярное дело. Вон дальше. Не, все-таки один шопоголик у нас в семье есть. И это Настя. О, надо купить Барби для девочек. Что с ней можно сделать? Ну, торговые центры тут такие, серьезные. Вон сколько, посмотрите. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. 8 этажей. Еда, женские сумки, женская одежда, косметика, цветы, международные бренды, нижнее белье, очки, сувениры, рестораны, красота для детей, товары, книги, спортзал, джим, йога. Настя выбирает фотографии, которые можно распечатать из нашего инстаграма. Да, это наш инстаграм. Кстати, переходите по ссылке, я оставлю в комментарии, подписывайтесь. Да. Сколько вот тут? 2 фотографии стоят 30 тысяч донг, 6 фотографий 60, 10, 100, ну и так далее. Сладкий картофель, упаковка, 45 тысяч донг. Тортики, вкусняшки всякие. Чизкейк. Вкусно. Настя, попробуй тоже. Один такой смузи стоит 50 тысяч донг. Ну и, конечно, много где продается знаменитый вьетнамский кофе. В среднем стоит, ну вот так, не буду перечислять сорта, 45-60 тысяч донг за 100 грамм. Но мы им уже закупились на Фукуоке, поэтому тут тоже покупать не будем. Супермаркеты. Здесь, короче, фудкортов и всяких вот этих с едой магазинов мы уже ходим минут 10. Очень много. Ну и в Хошимине, точно так же, как в Бангкоке, есть рестораны, где перед входом вот так выставлены блюда. Это муляжи, они не настоящие. Но вы можете заказать себе такое блюдо, и вам приготовят полную его копию. Вот такую вот утку, наверное. Или что это можно заказать? Это вот зай. Да? Ну давай купим. Все, покупай. Ура! Вот так вот катаются суши. Можете выбрать, что захотите, сразу же скушать. Ну, у нас тоже, конечно, такое есть. Не удивили. Каждая тарелочка стоит 25 тысяч вьетнамских донг.
Сколько на наши деньги это? Примерно 60 рублей. Ну а вот местный Макдональдс. Биг Мак. 89 тысяч донг. И снизу что-то еще подписано, 65 тысяч донг. Я не знаю, в чем разница, потому что это на вьетнамском языке. Но, в общем, цены такие. Пошли, Анастасия. Чего? Игрушку хочу. Игрушку хочешь сравнить с нашей? С какой дафой? С какой дафой? Ну, в нашем, в российском Макдональдсе. Да, да. Настя обленилась. Трафик в Хошимине просто какой-то сумасшедший. Особенно бросается в глаза количество скутеров, которые тут ездят по дорогам. Ну и вообще, в принципе, дорогу переходить даже по пешеходному переходу немного страшновато. Они здесь никого не пропускают. Напишите, что вы думаете по этому поводу в комментариях. Ну а мы попробуем сейчас перейти эту дорогу. Я покажу, как это примерно происходит. Перешли половину дороги, вторая половина. Как-то вот так это и происходит. Но здесь самое главное не бояться. Понятно, что они давить-то не будут, если уж видят. И еще во Вьетнаме, так же как и во многих странах Юго-Восточной Азии, развит так называемый культ белой кожи. Женщины, ну и мужчины тоже иногда ходят, закрывают лицо, руки, одежду длинную носят, для того, чтобы не загореть, чтобы кожа оставалась светлой. Потому что у них считается, что если кожа темная, то это как бы человек подразумевается, что должен много работать на открытом воздухе или в поле. У них даже по телевизору тоже, если телевидение включить, то большинство ведущих, которых вы там увидите, имеет такую более светлую кожу, чем большинство людей на улице. Yes, I'm falling in love with you. I couldn't help it. I had to see you again. Can't understand it. Just wanna feel you again. I couldn't help it. Yes, I'm falling in love with you. I couldn't help it. I had to see you again. Can't understand it. Just wanna feel you again. I couldn't help it. Yes, I'm falling in love with you. I couldn't help it. I had to see you again. На что еще стоит обратить внимание на улицах Хошимина? Вот, допустим, меню на улице стоит перед кафешкой. Здесь указаны определенные цены. На улице в меню цены могут быть написаны одни, а если вы зайдете внутрь и посмотрите меню, которое вам уже выдадут, или когда уже принесут счет, то цена может отличаться, поэтому лучше проверяйте сразу же. Это не везде так, но иногда встречается. У нас Света подхватила какую-то заразу. 2 дня была очень большая температура, доходила до 39,5. Очень сильно болел живот, крутило, в общем, ее все. Мы съездили в больницу вчера. Поехали мы в частную клинику в платную, так как страховки у нас не было. Сдали анализ, поставили диагноз, назначили лекарства. Мы там провели примерно 4 часа, потому что поставили несколько капельниц. Но теперь будем надеяться на то, что все будет хорошо. Не знаю, как там дела в обычных клиниках обстоят, куда бы мы поехали, будь у нас страховка. Но это платная, кстати, была очень-очень даже ничего. Но я говорю просто пока про чистоту и внешний вид больницы.
Про качество оказанных услуг это время покажет. Кстати, там весь персонал, абсолютно весь, говорит по-английски. И по поводу цен. Такой прием врача нам обошелся примерно в $600 США. Нормальные такие цены. Но для отдыха с детьми в Хошимине есть очень неплохой зоопарк и ботанический сад. Да, слон передает привет тебе, Настя. Смотри. Я видал фотографии, не знаю, но здесь вроде как иногда они могут дотянуться. Покушать с рук. Кидай, кидай. Кидай. Давай кинем. Сразу же тот же народ валяется на лужайках, устраивает пикники. Мороженое хочешь? Ну как тебе тот зоопарк? Еще в Хошимине есть очень большой и известный аквапарк, называется Дам Сэм. По-моему, я точно не уверен в названии. Но говорят, что народу там всегда нереально много, просто не протолкнуться. А учитывая то, что мы тут еще находимся в субботу и воскресенье только, в дни, когда большинство местных жителей сами ходят в такие парки, мы решили, в общем, его пропустить. Но если были бы на буднях, то, наверное, обязательно бы сходили. Вот эти азиаты, они все время подходят, пытаются сфотографироваться с Саней, трогают. Их все это очень умиляет. Не знаю, чем там наш ребенок так сильно отличается, но я думаю, они ко всем со светлыми волосами, туристам, европейцам так подходят и фотографируются. А когда мы были на Фукуоке, одна девчонка подходила, официантка прямо в ресторане, где мы кушали, так она попыталась пару раз даже, попыталась поцеловать Саню, но мы ее оттолкнули, мол, не надо, что, совсем уже? Товарищ, близко, можно дотянуться. Но к верблюду лучше руки не совать, да, а то он сейчас как плюнет в тебя. Вход в этот зоопарк стоит 50 тысяч донг на взрослого и 30 тысяч на ребенка. В принципе, очень дешево. Но если, допустим, его уже сравнивать с зоопарком Сингапура, в котором мы были буквально там неделю-полторы назад, то он, конечно, ему сильно уступает. Зоопарк Сингапура это все-таки что-то было вообще очень крутое. Но это вполне себе такой обычный зоопарк, как везде. Ну, главное, что Насте нравится. Все остальное это относительно ерунда. Вот так вот прямо на улице стригут людей. Нет, тут я не хочу подстричься. Кто-то вот так вот готовит прямо на улице. Ну, такое бы я бы навряд ли стал бы есть. Ну, а мы зашли вот в такое вот придорожное кафе. Что мы тут заказали? Рис у Насти, пасту, рис, курица. Все блюда вышли нам где-то в 250 тысяч донг. Кофе вьетнамский, очень вкусный. Сейчас буду пробовать, с какой стороны попробовать. Ну да, блюда во Вьетнаме довольно-таки вкусные. Но мы только что приехали посмотреть на представление кукольного театра на воде. Это одна из самых популярных форм народного творчества в Вьетнаме, очень известна. Стоит порядка $5 США. Происходит тут шоу это ежедневно в 5 часов вечера и 6:30. Но проблема в том, что мы приехали, а билеты все закончились уже. Поэтому если хотите попасть на это представление, все-таки надо лучше приезжать как минимум за час, за два, брать билеты, погулять там где-нибудь, ну а потом идти, собственно говоря, на само представление. Вот такие вот фрукты, сухарики, что-то продается на улице. Допустим, манго одно стоит 15 тысяч донг. Вот это вот что-то такое зеленое замотано, стоит 3000 донг. Я не знаю, что это такое. Сейчас мы купим и попробуем. Вот такой вот сверток мы купили. Сейчас посмотрим, что тут.
Кто там? На помощь, что это? Что это? Что это вообще? На помощь, В спасибо. общем, это просто какой-то сахар или еще что-то. Да. Я у нее спрашивал, но она не говорит по-английски, поэтому я не понял ничего, что она говорила на вьетнамском и своем. И его добавляют, я так понял, к каким-то там фруктам или, не знаю, в рис. Ну нафиг, короче, просто потратили 3000 донг на что-то. Сейчас Настя попробует, что это такое, и скажет, нам вкусно или нет. Я боюсь это пробовать. Давай. Ну давай, давай. Что, невкусно? Ерунда какая-то. Кто знает, что это такое, напишите в комментариях, а то мы не понимаем. Кто был в этом городе, напишите, пробовать. Это вам кушайте. Вот такое вот подобие спортзала на улице. Вон на этой можешь покрутиться. И руками держись. Впереди за ручку. Раз, два, раз, два, раз. А! Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ну что, друзья, вот и подошла к концу наша двухдневная поездка в город Хошимин. А вместе с Хошимином подошло к концу и наше путешествие по всей Юго-Восточной Азии. Нам все очень понравилось, но как всегда все было очень классно. Если вам интересно посмотреть видео из других стран и городов, где мы еще были в Азии во время этой поездки, то я оставлю ссылочки снизу под описанием. Ну а вы подписывайтесь на канал, ставьте лайки, если вам понравилось это видео. Всем пока-пока! И подписывайтесь на канал, ставьте пальчик вверх, пока-пока. Еще внизу есть пальчик вверх, если что, нажимайте на них. Пока-пока!